ситуация. 20 августа, день воскресный. Мы все еще продолжаем стоять перед границей. Вчера привезли вечером документы. Целая пачка. 3 экземпляра ЦМР, 3 инвойса, упаковочные, разбивки. В общем, как бы так-то документы все нормальные. Осталось дождаться нам УИН. Когда сделают. УИН это как на границе, когда с Польшей выходили. Называлось ИП. Электронное предварительное информирование. Короче, все, что я везу, должно быть отправлено. Декларанты должны сделать, отправлено в таможню. И после этого уже можно заезжать. Без него нас не оформят россияне. Китайцы-то выпустят. Китайцам пофигу. Россияне не оформят. Вот. Мы стоим, ждем. Не знаю, сегодня пришлют, не пришлют. В общем, мы пока стоим, ждем. Хочу вам тут одну интересную историю рассказать. Вернее, показать. Скажу сразу. История основана на фактах. Как на фактах? Рассказано мне моим очень хорошим другом Александром с города Старого Оскола. Не доверять ему у меня нет никаких оснований. Тем более этот разговор с ним вкратце, в общем, там о покупке техники через Турцию, иностранной техники, европейской через Турцию на Российскую Федерацию. Вот этот разговор мы с ним уже месяца 3-4 назад мы с ним разговаривали. Вот он говорил, что собирается покупать, 2 прицепа заказал. Вот. Фишка вся в том, есть такой товарищ, зовут его Щербаков Иван, по-моему. Канал у него на YouTube называется Щербаков. Ссылок я кидать не буду, захотите, найдете. Вот. И вот, как я понял, сейчас вот вы прослушаете наш с Саней разговор, а потом посмотрите видео, которое записал еще один человек, который повелся на сладкие речи данного товарища. Смысл видео, наверное, даже не в том, чтобы как-то там, потому что, как я понимаю, этот чел находится в Турции, там достать его, наверное, сложно. Смысл видео в том, чтобы больше не велись на вот такие вот россказни и не попадались люди на действия мошенников. В общем, смотрите сами, комментируйте. Как говорится, приятного просмотра. Ну, вкратце рассказываю. Ведется переписка в WhatsApp. Короче, с моей стороны, давай так расскажу. Я ему говорю, мне надо типа прицепы. Он мне заливает, что за 1,5 я тебе 19-20 года крону притащу. Все, я говорю, давай ищи. Он говорит, поиск будет стоить $500. Я ему скидываю на карту по курсу валюты 40-500. Короче, 81 рубль, по-моему, на тот момент стоил доллар. Я ему 40 тысяч скидываю. Он ищет. Неделю там тележил, скидывает мне фото. Вот нашел 2 прицепа, ля-ля тополя, все офигенно. Мы тут слюни пустили. Че? Я говорю, какие условия дали? Он говорит, 60% предоплаты делаете, и остальное уже по факту в Новороссийске получаете. Там через 15 дней. Короче, мы закидываем ему. Один стоил 1 425 000, по-моему. Или 415, 1 415 000 полная цена. Второго 1,5 была. Мы ему закидываем 900 и 755 на расчетный счет. Он нам счет выставляет, договор делает. Короче, деньги он получает. Дальше он там неделю с тобой лясы точит. А потом просто
Не то, что ни в черный список никуда не добавляет, просто не отвечает. Дальше пропадает человек. Ему пишешь, а он молчит. Ну, естественно, начал копать глубже, напрягать тут полицию, херицию, ну там, Карифанов. Мы накопали, у него, оказывается, и фамилия менялась год назад. Он-то с моего города, у него жена с моего города. Поехали на квартиру, там у него, у жены мать живет. Ну, так, как обычно. Я ничего не знаю, они живут в Турции, я не при делах. Ну, и на этом все закончилось. Ну, отправил документы о расторжении по почте. Вот месяц выждал, отправил документы в суд. Вот у меня на 19 сентября уже суд. Ну, суд-то это понятно. Ну, тут надо останавливать эту машину. А вот сегодня на меня вышел человек с этого, с Подмосковья, Дмитрий. Вот с ним разобщались, он вообще 4 миллиона закинул. Сцепку хотел у него взять. Ну и тоже по бороде. И таких нас, я думаю, очень много. Это только клубок раскапывается. Всем добрый день. Хотел бы вам рассказать горький опыт работы с ИП Щербаков Иван Иванович. Данный человек ведет свой YouTube-канал, в котором он предлагает технику из Европы по очень низким ценам. Техника такая, как сидельные тягачи, грузовики, полуприцепы, прицепы. Посмотрев его полгода, канал, заинтересовали меня цены. Решился приобрести у него полуприцеп. Списался с ним по WhatsApp, который он предоставляет номер в YouTube-канале. Пообщался. Сумма полуприцепа у меня была, деньги у меня были 1,5 миллиона. Спросил у него, что можно взять за 1,5 миллиона. Полуприцеп интересовал марки Крона. Он да, сказал, окей, за 1,5 миллиона можно привезти в Россию 20-19 год полуприцепа. 1,5 миллиона под ключ растаможенный. Возят они всю технику через Новороссийск, там растамаживают, и там мы забираем технику, якобы так. Сам он находится в Турции, ну и технику, естественно, вывозят из Турции. Заключили с ним договор для того, чтобы он нашел полуприцеп. Стоит эта услуга у него $500. Оплатили ему на карту по курсу. В рублях оплатили ему на карту по курсу валюты. 40 500 рублей на тот момент это было. Это было конец мая, начало июня 2023 года. Но в течение 3-4 дней он якобы искал полуприцеп. Молчал. Я ему написал, говорю, что с поиском полуприцепа. Он мне ответил да. Я вот как раз вам собирался писать, скидывать фото. Мы нашли 2 полуприцепа 19 и 20 года. Скинул мне фото 2 полуприцепов. Состояние идеальное. Одна цена была 1,5 миллиона под ключ, второй полуприцеп 1 425 000 под ключ. Типа выбирай, любой из них пригоним. Дабы нашей жадности мне понравились оба, я говорю, я готов забрать оба полуприцепа. Окей, да, правильное решение. Полуприцепы действительно в достойном состоянии. Начинаем с ним сделку. Делает 2 договора о поставке. Прописывает все в договорах. Договора неоднократно переделывались, потому что много было ошибок, недопониманий. Был вопрос, за сколько данные полуприцепы окажутся в России. Он мне отвечал 15 дней. В договорах было указано 25 дней. Все это переделывалось.
15 дней, говорил, это край. А так, говорит, 10-13, и вы полуприцепы получите у него российские растаможенные. Окей, делаем договор о поставке, 2 штуки. Подписываем. Данный у него ИП открыто было недавно. Печати у нее нет, только подписи. Ну, как говорится, ИП может и без печати работать, в этом ничего криминального нету. Также он мне предоставил свой паспорт. Я как бы паспорт пробил. Паспорт, правда, был получен год назад. Ну, как бы тоже сильно не смутило, потому что в пору своих лет, я в 30 лет тоже поменял паспорт, потому что молодо выглядел на старом паспорте, и куда не приезжался там грузить, показывать, ну, были сомнения, пришлось поменять тоже, освежить паспорт, так сказать. Пробил по судам, по судебным приставам, в принципе, действующий паспорт, ничего такого не закралось в душу, что, ну, как бы все в порядке, скажем так, по приставам нигде никаких проблем нету. Единственное, что у него было открыто только ИП. Ну, говорилось так, что он работал через ИП жены. Там слишком большие деньги проходили, там что-то у них там проблемы с налоговой, и 115 ФЗ везде у него при каждом слове было вставлено. Типа я вот открыл сейчас, чтобы пока то ИП проверяют, там все документы подкладываем, даем. Будем через мое ИП, типа через его личное ИП работать. Ну все, окей. Сам он прописан в городе Старом Осколе. Я, кстати, тоже из Старого Оскола, как бы думаю, ну, земляк, все нормально, все будет хорошо. В общем, оплачиваем мы ему 60% за один полуприцеп, это 900 тысяч, и за второй 855 тысяч. 2 суммы отправляем. Он спустя 2-3 часа подтверждает, что деньги пришли. Счет у него был открытый в Альфа-банке. Все. Ну, говорит, все, мы в деле. Начинаем там покупать, затамаживать, документы готовить и отправлять. Все окей. Ведем мы с ним там диалог такой ненавязчивый в течение недели. Да, все, он там мне рассказывает, да, грузимся. Вот сегодня-завтра должны на паром загрузить уже полуприцепа. Отправляем, типа. Ну и через 7-8 дней человек просто перестает со мной общаться в WhatsApp. Мое сообщение к нему доходит, но обратной связи он никакой, молчит, в общем. А меня начинает это смущать. Еще пару дней я пописал, я понимаю, что, скорее всего, далее не будет никакого разговора и, скорее всего, полуприцепов и тому подобное. Ну, 15 дней, думаю, надо ждать. Но при этом до 15 дней, пока истекает срок поставки, я начинаю более подробно. Почему нельзя было это сделать сразу, я вот не могу понять. Ну, хорошо, моя ошибка. Начинаю искать, рыть информацию на него. Ну, есть кое-какие связи. Начал прокатывать по базе МВД паспорт. Почему он поменялся, что, куда и как. Ну и мне поступает такая информация, что год назад у него фамилия была не Щербаков, а Мехков Иван Иванович. Начинаю пробивать эту фамилию. И оказывается, у него есть судебное решение на 70 тысяч за мошенничество, которое было еще, наверное, в 2018, по-моему, году, если я не ошибаюсь, и висит у нас у приставов. То есть данный гражданин поменял фамилию, взял фамилию жены или сожительницы. В ходе нашего разговора он говорил, что он работал через ИП жены. Начинаю искать ИП жены Щербакова Карина Сергеевна. Тоже получается мне найти ее дату рождения, 1.06.97. И когда я начинаю забивать ее, вернее, у приставов на сайте,
что там у нее, оказывается, долгов-то уже на 4 миллиона. И тоже по мошеннической схеме, и тоже с автомобилями. Брали предоплату с людей и далее пропадали. Непонятно, правда, как она смогла выехать за границу с такими долгами, зная наших судебных приставов именно города Старого Оскола. Ну, это такая компания, где у них дела висят годами, и они ничего, 46-ю статью не вменяют. В общем, нахожу такую информацию, скидываю ему все это в WhatsApp, говорю, если деньги не вернутся или не придут там полуприцеп, это все выйдет в сети интернет. Но все это тишина. На сегодняшний день, вот у нас сегодня август месяц, 19 августа. Не 19, сегодня 20 августа, извиняюсь, 23 года. Он меня заблокировал в WhatsApp, даже уже не доходит от него никаких, до него никаких сообщений. На меня выходит человек, может быть, дня 3-4 назад, Дмитрий из Подмосковья. Находит он меня через суды арбитражные, так как я на Щербакова уже подал в суд, в арбитраж, уже назначили дело. В общем, находит меня Дмитрий с Подмосковья и буквально рассказывает такую историю, что он тоже вложил 4 миллиона и человек пропал. И мы с ним приблизительно в одно и то же время платили ему деньги. Я числа 6 июня оплачивал ему деньги на расчетный счет, а он, по-моему, числа там 10-15. В общем, вот такие-то дела. Данный человек является мошенником, причем в профессиональном, даже, скажем так, контексте. По сегодняшний день он также выкладывает видео, не стесняется, гастролирует, уже он, по моим данным, находится где-то на Балканах, либо в Черногории, Сербии или Хорватии, вот в этих местах. У него имеется 3 детей от гражданки Щербаковой. Был я на адресе, где он прописан, в Старом Осколе. Там живет мама Щербаковой Карины, которая сказала, я с ними связь не поддерживаю, они где-то живут в Турции и тому подобное, как бы ко мне какие претензии. Вот и весь расклад. Так что, ребята, будьте осторожны, аккуратнее, и вообще прошу распространить это видео максимально по всем соцсетям. Если есть кто пострадавший от его мошеннических схем, пишите в комментариях, будем связываться. Надо писать коллективное обращение в полицию за мошенническое действие, плюс арбитражные суды. Не стесняйтесь, понятно, попали, понятно, обидно, не хочется выглядеть там, скажем так, кинутыми. Ну, так произошло. Поэтому максимальный репост данного видео. Я говорю, в общем-то, они, на равных. То есть оба варианта, прям шикарные. Лучше уже по-любому хер сделаешь. И этот самый. Но дело даже не в этом. Я говорю, они равные. Из такого, прям если детали. На сером варианте, там вообще резина фактически новая. Прям. А на синем, она не ужатая, но остатка поменьше. Это если на синем. И личное ощущение, что, как это высказаться правильно? Знаешь, когда две вещи в руках, держишь, какие-то там одинаковые, и понял, это что-то как-то. Я не то, что понял, продать тебе там подороже, что то, там, я говорю, вариант абсолютно прекрасный, и
И с учетом, что еще там есть, ну, типа штора на подборе, там, какую бы ты бы ни выбрал, я уверен, что и вторая тоже там отлетит, потому что, я говорю, варианты как-то так мы договорились, что, ну, это, ну, типа, круче не найти в эти бабки. Вот, ну, просто, короче, мысль в том, что как-то вот, ну, серый, что-то как-то вот к нему больше душа лежит. Хотя синий тоже крутой. Просто, я говорю, серый, но он какой-то прям, ну, вообще, у него ощущение нового. То есть, ну, такое. А там, что называется... К чему у тебя больше, например, душа лежит, потому что и тот нет абсолютно никаких ни замечаний, ни нареканий, вообще ничего. Оба прям в прекрасном состоянии, не в хорошем, а прям в прекрасном. Поэтому вот так. По сути, я сейчас просто фотки сейчас отбираем. Их будет два, и тот, оба охренительные, если честно. Разница в цене у них там типа штука баксов. То есть, получается, один там будет, короче, сейчас напишу, будет 1,420, второй, короче, ровно полторашку. Но прикол в том, что в конечном счете можно хоть тот. Просто первый, получается, 19-й год, а второй 20-й. И вот который 20-й, ну, он просто совсем как новый выглядит. Ну, типа, ну, и сейчас я пришлю просто вот и синий, и он хорош. А тот он вообще, ну, какой-то, ну, типа... Ну, знаешь, как будто его и не юзали, короче, ни хера. Сейчас я пришлю, потому что я просто вчера тебе никогда ничего не отослал, потому что, чтобы тебе не соврать, по-моему, было уже 11:30, когда мы аллилуйя наконец-то договорились по валюте. Просто сейчас тут тоже вот это еще есть моментик с этими с валютами, какой оплачивать тоже проблема. Вот сейчас я тебе пришлю все. Приветствую. Да, все как было, так и осталось. Я имею в виду с точки зрения стоимости подбора $500. Только будь любезен, когда тупых, особо тупых в текстовом виде, что именно надо, я имею в виду с точки зрения параметров, чтобы эта штучка всегда была перед глазами. Вот. И фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта. Все. Договор подбора подготовят, платишь, там счет выставят, и все. И, в общем-то, и начнем искать то, что нужно искать. Да, логику понял правильно, по перечислению. Это российское ИП, было, есть и будет. Пока, по крайней мере. Мы, чтобы ты понимал, судорожно ищем, как это сделать по-другому. Я имею в виду, чтобы заказчики оплачивали, потому что если с мелкими суммами, там вот эти, там еще там 1, 2, 3, проблем нету. С более или менее крупными, там типа 5, 7, 10, вот там у нас вообще жопа, потому что... Сейчас объясню, короче, просто в чем проблема, чтобы ты понимал, нахрена столько вот этих телодвижений с нашей стороны. В чем заключается проблема? Для тебя, когда заказчик, это выглядит так. Ты заключаешь договор с российским ИП, тебе выставляют счет, и ты там, неважно, со своего ИП ты гонишь, либо со своего личного счета, ты оплачиваешь на ИП. А теперь, как это выглядит для банка с нашей уже стороны. На наше ИП приходят деньги, эти деньги тут же уходят на физический счет, а с физического счета уходят на еще физический счет. Нахрена такая нужна пищевая цепочка? Условно. Ты вот у меня там прицеп заказываешь, ты там 1 000 000 рублей ты перечислил на ИП. С ИП я не могу физику перечислять деньги. Поэтому с ИП, получается, мы должны перечислить, сам себе ты перечисляешь на свой физический счет этот лям. Но там не лям, там меньше, есть же еще потери эти процентные. И потом ты перечисляешь другому физическому лицу. А вот тому другому физическому лицу, которому я перечисляю, это специально обученный человек, который где бы я по шарику не ездил, ну вот Турция. Все, здесь с ним в Турции встречаюсь, и он мне отдает на валюту, либо доллары, либо евро, что мне там нужно. И из-за этого, вот из-за вот этого схематоза, мы постоянно прилипаем по 115-му федеральному вот этому закону блядскому. И вот сейчас, в данный момент, вот эти вот дни, мы прям вообще притормозили нахрен немножко всю деятельность. Ну так, не прям так сильно, но тем не менее. Потому что у нас за вот этот год ИП моей жены, вот его сейчас поставили в 4-й раз на проверку, и в этот раз они уже докопались прям вообще капец. Мы, чтоб ты понимал, мы туда документацию отправили, это вчера у меня юрист мой, не вчера, позавчера он ржал. Он просто опять что-то там банк запросил, я ему отправил, он работал. И он мне понял, с офиса фотку скидывает. Папка высотой, ну так, сантиметров, наверное, ну понял, 5-7, где-то так. Вот 6 таких папок документов мы уже направили в Тинькофф банк. Это то, что у них ЦБ теперь постоянно запрашивает. И мы притормозили, потому что я теперь, там у меня мой специально обученный человек, вот, который в России, он там, сука, уезжал тоже. Он вот вернулся. Он сейчас на этой неделе, на меня теперь это ИП, на меня еще теперь ИП откроет. И мы пока будем двигаться через него, пока не разморозим ИП жены.
А вообще мы как бы, ну, просто вырабатываем, потому что, я говорю, у нас вот это прям для нас проблема. То есть для вас по оплате, для заказчика вообще все выглядит просто. Российская ИП, от них договор, они же выставляют счет, я по счету оплатил. А вот у нас жопа. Я просто к тому имею в виду, что если ты со мной будешь выходить на сделку, и там, я имею в виду, это 100% уже будет уже мое ИП, ну ты типа такой, о, а что оно новое? Оно вот новое будет, его еще, блин, даже нету, оно вот только появится там на этой неделе, либо на наступающей. Наверное, на это мне сказали, за 2 суток сделают. Этот самый. Вот по этой причине, потому что у нас жопа, потому что деньги на наши иностранные компании вы перечислять ни хрена не можете из России. Через биткоин, да, можно, но вот тут народу, с кем можно было бы это делать, крайне мало. А через так называемую перестановку, ну, тоже проблема, потому что люди с разных регионов. Если бы это было, что условно все там в Москве, и тогда бы базара нет. Мы бы нашли сейчас просто перестановщиков в Москве, и люди бы просто там условно договор, все, привозили нам, мы здесь сделали перестановку. Хотя, конечно, это тоже для большинства выглядело бы типа, ну, пипец. То есть как бы в этом плане. У нас проблема вот с этими вот, ну, официальными переводами. Соответственно, там понятное дело, что самое логичное, это то, что нам надо найти какой-то такой способ, как мы со своих российских ИП деньги будем выводить как-то так, чтобы не попадать под 115 федеральный закон. Там есть схематозы, но там реализация чересчур сложная и долгая. Плюс у нас еще, наше правительство еще и за биткоин теперь решило взяться. И у нас вот в этом плане жопа. Поэтому, говорю, вот если так финализировать, для тебя, когда заказчика, вообще все выглядит все как всегда. Российская ИП, мне выставили счет, все там в кассу или там приложение залезть, все, я платил. А вот у нас есть вот эта вот любовь. И поэтому, имею в виду, если там, допустим, ты вот будешь заказывать, если, я говорю, это будет мое ИП, оно вообще будет. Я говорю, его еще даже нет на сегодняшний день. Я только вот сегодня сейчас направлю все доки, и вот они мне там типа обещают до конца этой недели его сделать. Это еще посмотрим, откроют ли мне счета дистанционно, вот это тоже еще проблема. Вот такое. Поэтому вот такие дела. Да $500 подбор стоит, в общем-то, любая техника. Прошу прощения за голос. Я просто тут в данном случае точно печатать замучаюсь. Я просто охрип. И этот самый. По прицепам в целом. Да, это Кронос, Шмидт, Скёгель, но Скёгель сразу хочу навести фокус в формате того, что с ними проблематично, их мало. Я не знаю по какой причине. А Крона вообще это нормальный бюджет на нее. Ну, я имею в виду 1,5 миллиона. То есть она там даже будет года там скорее 17-18. А вот Шмидт, да, вот он будет 15-17 год. Как бы сюда. Второй момент, что как бы по подбору еще момент. Там нету такого, что $500 это типа, ну как подбор одной боевой единицы. Ну, в формате, я имею в виду, это не выглядит так, что типа вот, ну там один прицеп показали. Ну, типа, ну вот этот вот. И он, соответственно, если вас не устраивает, ну, типа, надо еще раз $500 заносить. Нет. То есть, когда человек оплачивает подбор, ну, вот ставит задачу, там, условно, там, вот 1,5 миллиона прицеп нужен, там, вот, либо там Кёгель, либо Шмидт, либо Крона нам, там, этих, там, на осях таких-то, там, этот, там, год такой-то, ну, короче, и так далее, и так далее. Там, коники, не коники, ну, вот это все, и все. Задача найти. Я имею в виду прицеп. Я просто имею в виду, я не утрирую, мы вот этой вот херней, я имею в виду вот этой стоимостью подбора. Мы вообще на нем ничего не зарабатываем. У меня с подбором вообще жопа, потому что вот уже получается 2 полноценных квартала закрыли по подбору. Там реально с задницы. Я по кварталу добавляю, от 15 до 30 тысяч долларов трачу только на подбор. Нам подбор объективно, нам его надо вообще в целом поднимать, там, хотя бы там где-то долларов до 900, до $1000 подбор. И просто второй момент, я понимаю, что финансовая нагрузка для заказчика в России будет такая, типа, да ну ни хера себе. Ну, то есть такое. Подбором в первую очередь просто отсеивается вот эта публика. Ты мне пришли, а ты мне сделай, да вы поедете, узнаете, да мы там прям, блядь, сразу завтра закажем и так далее, и так далее. И вот эти люди же еще потом возмущаются вон там в комментариях. Вот мы с ним там поговорили, просил узнать, а по итогу ни хера ничего не сделал. Пиздобол. Они просили узнать, я узнал. Они начинают дальше газовать. Ну, типа там, а вот вы поедете, там договоритесь, а вы нам там видеообзор сделаете, а вы нам там это. Я говорю, да вы что, больные? Я говорю, вот мне делать нехера, вот это все бросать, я говорю, ехать. Да не, мы по-любому купим. Они просто, люди не могут понять, что таких вот, да не, мы купим в день, блядь, по 15 человек. СМС это дохерища. Поэтому как бы в этом плане. Этот сам. То есть, я имею в виду про подбор, что нету такого, что он там как-то этот сам. Ну, типа, я имею в виду за одну боевую единицу. А так разницы нет, за что человек оплачивает, за прицепе или, я говорю, там, за трак, подбор. Потому что, я говорю, с точки зрения финансов у нас с подбором
по бухгалтерии, что называется. У нас жопа полная, туда денег очень много трачу, нам вообще его надо поднимать. Ну, посмотрим, может как-то что-то по-другому будем придумывать, потому что свою работу везде, где можно было улучшить, мы ее улучшили. И вот если финализировать, я говорю, по ценам, я говорю, Кёгель, на него денег хватает, но второй момент, что его как явления не особо много. Шмидц это 15-17 год, Крона это 17-18 года, либо ППВ моста, либо эти Савовские. А Колыван это вообще свежие истории будут в эти деньги. Шторы, я имею в виду. Это типа там 21-22 год. Вань, давай, я 2 прицепа заберу. Вань, добрый день. Че, как успехи у нас там? Дела движутся? Прицепы поехали к нам, нет? Иван, что на связь не выходишь? Где документы обещанные скинуть на электронку? Что у нас по прицепам? Когда ориентировочно придут в Новороссийск? Просто надо понимание иметь, когда туда машины отсылать. Я вспомнил, что сказать хотел. Я, получается, смотри, имею в виду, я, если что, получается, с завтрашнего вечера, где-то, наверное, там что-то, по-моему, с 9 или с 10 до вечера 10 числа, где-то часов до 5 вечера, буду не на связи. Вспомнил, что мне всех предупредить надо. Поэтому просто я имею в виду, там не переживай ничего, у меня просто 2 перелета туда-обратно. Из-за этого, по сути, понятно, что там где-то в моменте будут там на связи, но я имею в виду, но по сути получится, что я считаю, они на связи. Потому что они хоть и пишут на всех рейсах, что есть Wi-Fi, и по факту он есть, а по факту интернет в небе, как показывает практика, ни хера, блядь, не работает. Один раз реально было, когда, я подключился, и действительно весь полет, понял, нормально, все корректно работало. А так, подключаюсь, его ни хера ничего не грузит, там не то, что голосовой, даже смс-ку обычно не прогрузить. Поэтому я говорю, имею в виду, получается, завтра 9, с завтрашнего вечера до где-то часов 7-8 и до 5 вечера 10 числа. То есть я вот в этом моменте, я имею в виду, то есть если не дописался, не дозвонился, не то, что там куда-то пропал, просто у меня туда перелет, и там потом тут же вылет опять обратно. Мне там просто туда-обратно следаю, такая дебильная ситуация, и поэтому буду не на связи. Добрый день. Насчет рефрижераторов есть. Насчет Форда Карго с ним по-любому пока будет пауза, потому что компания Ford приостановила продажи здесь любых машин, то есть само представительство марки. То есть они они открыты, они машинки стоят, а купить ничего невозможно. Приостановили продажу они в связи с тем, что внутренняя валюта здесь тоже падает, и ограничения, те, которые Эрдоган подписал на транзит подсанкционной техники через свою страну на территорию России, запрещен. И, в общем-то, я так понимаю, что они решают сейчас тоже этот вопрос, и у них самих нету понимания, как им нам теперь продавать. Поэтому по Фордам это прям однозначно, пока прям пауза. Что еще? Так, и по полуприцепам. Рефрижераторы на сегодняшний день, пока мы говорим за апрель месяц, в 1,5 миллиона сработать можно легко. Если говорить за май месяц, вот то, что условно, к примеру, я вам сегодня что-то скидываю, показываю, вот это стоит 1,5 миллиона, в мае месяце эта же хрень, даже если доллар, допустим, не меняется, вообще ничего не меняется, плюс 450 кусков. Почему? Наше заботливое государство подняло утилизбор со 150 до 600 тысяч рублей по прицепам. Вообще, по идее, вся эта история должна была начать работать с 1 января этого года. Но мы там а-ля контракты прошлогодние, бла-бла-бла. Работаем пока по 150 тысяч утилизбор платим. Но работаем этот месяц он последний у нас. То есть все, что у нас техника зайдет в апреле, прицепы, 150 кусков. А все, что зайдет в мае, уже 600 тысяч утилизбор. Из-за этого получается, что условно сегодня, если ревка вас интересующая, ее в 1,5 миллиона рублей
Вот, допустим, она ложится, в мае она же будет стоить 1 950 000, потому что за утилизбор на 450 000 рублей придется дать дороже. Ну и сам рубль. Ничего не могу прогнозировать, мужики, потому что вот было опять сильнейшее падение. Судя по всему, останавливаться оно особо не собирается, поэтому цены в рублях озвучиваю это вот, ну вот сейчас. То есть, грубо говоря, если так, чтобы вам было там удобнее ориентироваться, потому что я не знаю, когда вы там. Вот все, что там касается, ну не то, что, ну вот там в долларах, наверное, да, давайте так, чтобы вам было проще. На сегодняшний день 17 000 долларов за хорошую ревку, да и в целом, и через месяц, вот 17 кусков. Это вот, ну вот бюджет. А с мая месяца, ну то, что стоит 17, ну будет стоить примерно 22 000 долларов. Ну потому что утильсбор, грубо говоря, на 5 000 долларов, если, ну, такой курс, как сейчас брать, ну, допустим, подрастет, ну, 20, вот, давайте так, сейчас 17 000 долларов бюджета прям хватает, а с мая месяца 21 000 долларов, ну, и там, соответственно, курс. А биржевой смотрите и прибавляете плюс 5 рублей и получаете реальную стоимость рубля. Это вот самое простое, чтобы считать. Вот такие вот расклады. Добрый день. Не-не-не, вы что-то чуть некорректно поняли. Я говорил, что нельзя привести именно Ford Cargo. Он по годам типа древний. Если говорить там о том же Ford F-Max, блять, ради бога, пожалуйста, вон мы там новые на YouTube относительно недавно прям выкладывали. То есть я говорил именно про Cargo. Он просто, именно вот он древний. Он просто непроходной по таможне, вот и все. А там, соответственно, вот Ford F-Max там 17-го, какого-то 18-го года, тут, блядь, пожалуйста, блядь, ну, как бы я имею в виду, они есть. Мерседес, Акторсы, Аксеры, они по цене не отличаются особо, там, ну, Аксеры чуть подешевше. Но если говорить о каком-то минимуме ценовом, то, ну, Акторс, там, 4 на 2 колесная формула, Акторс, ну, это где-то в районе, сейчас доллар чуть подешевел, слава богу, где-то 3,8-4 миллиона, а Аксер где-то 3,5, а Ford F-Max 3,5, 3,7. 17-18 года реально положить. Я не говорю, что Ford нереально протянуть. Я говорю про конкретно, вы написали просто мне до этого Ford Cargo, а он старый, он не проходной по таможне. 17-й год, я говорю, Ford F-Max, ради бога, пожалуйста. Добрый нет, добрый день. Не дам у какого-то упрощенного усредненного ответа. Во-первых, ну, подбор. Вот эта вещь непредсказуемая. Можно управиться дня за 2, за 3, можно пролюбиться там, условно говоря, неделю. Легко. Вот. А если говорить вот, ну, прям про саму покупку, на все про все, когда вот уже готовая техника, если вот как-то еще так попало, что типа выходные дни, суббота, воскресенье, ну 5 суток. Ну это типа вот, это максимум, что требуется. Вот. А я говорю, а сам подбор, ну вот эта история по-разному работает. Я говорю, можно и за там 2-3 дня, в общем-то, управиться. Я говорю, а можно и там недельку пролюбиться. То есть такое. Поэтому вот как бы так. Плюс еще тут вот в данный прям момент это типа вот смотря когда вы хотите. Потому что я имею в виду, что в Турции на носу выборы через 4 дня. И, ну, судя по всему, это будет что-то жаркое. Скорее всего, это будет со вторым туром, с митингами и так далее, и так далее. И вот здесь, ну, где-то какие-то затыки в целом могут быть. Ну, то есть, ну, такое. Ну, вот, как бы вот это тоже нужно понимать. Что вот, ну, сейчас вот до выборов, ну, в общем-то, прям вообще, ну, понятно, что все спокойно. А там вот как выборы пройдут, хер его знает, что там будет. То есть такая история. Я имею в виду, это вот что касается подбора. То есть я имею в виду, условно говоря, типа, если там вот до выборов там, не нашли, то подбор по естественным причинам может затянуться на пару-тройку дней. В теории, я не говорю, что точно, но в теории такое быть может. Ну так, ну давайте так, чтобы вот с запасом, ну, вам там было понимание, говорю, ну 5 суток максимум на подбор. Ну давайте такое, ну среднее что-то возьмем, там, не знаю, там, да даже не среднее, давайте по максимуму возьмем неделя на подбор. Ну, 12 суток потребуется вот на все про все, чтобы подобрать машину и, соответственно, потом, чтобы ее купить.
Голосовым отпишусь. Лизинг, он не то чтобы заработает. Он, в общем-то, все есть, с банком все согласовано. Тут проблема в нас немножечко, потому что нам, мягко говоря, чуть-чуть не до того. Я имею в виду, мы и так, в общем-то, в жестком захлебе, потому что проблема в том, что рубль опять начал падать и сильно падать. И поэтому мы по старым сделкам, мы тут, блин, теперь газуем и пытаемся закрыться, мама, не горюй. Потому что, ну, чтобы вы понимали, у нас есть сделки, которые там неделю назад мы их там забирали, а это было там при биржевом курсе 80 рублей за доллар, а на сегодняшний день он там почти 84,50. То есть это вообще катастрофические значения. То, что мы с этих сделок ни хера ничего не заработаем, это уже и шаку понятно, что называется. Тут второй момент, мы просто газуем, чтобы сильно в минус не уйти, потому что, я говорю, там, по-моему, уже все, заработков там нет, уже главное, чтобы, ну, просто в целом не врюхаться. Здесь как бы в этом плане, и поэтому нам сейчас просто в этом контексте чуть-чуть не до лизинга. Вот. А насчет того, что денег 5 миллионов на машину, ну да, в нынешних теперь условиях тут из разряда типа, ну что есть, то и берешь. Ну нет, вот за 5 миллионов он не будет убитый. Это будет в любом случае нормальная машина. Если я просто, смотрите, момент еще какой. Я всегда ценники озвучиваю в формате того, что типа за нормальные машины. Потому что, условно, если я говорю, что там можно какой-то Mercedes Actros там за 6 миллионов, я имею в виду, что за нормальную тачку. Понятно, что его можно и в 5 положить, и там и в 4,8 даже уронить. Но вот там как раз и будет такая история, что ну хер его знает, сколько он там проходит. Поэтому как бы в формате, что обозначает, что вот там тот же ровно Т-серии 4,5 это вот минимум, что на него денег, это вот как раз типа та вещь, когда вот, ну, тебе это вот нормальная машина. Ну, не в смысле, что она более или менее, а прям нормальная. Ну да, понятно, может где-то что-то, какие-то косячочки, еще что-то. А, кстати, по поводу битка, вот это точно не будет. Потому что прям крайне-крайне редко вообще попадаются битые машины. Я прям вот серьезно. Ну, в целом вообще имею в виду. То есть, ну так, чтобы прям сказать, что прям до хера как-то, ну нету такого, чтобы на рынке они были. Я так понимаю, европейцы, видимо, когда их бьют, не восстанавливают, я так полагаю. Ну, то есть после каких-то серьезных, если я имею в виду, более-менее ДТПшек. Потому что если подкрасы всегда есть, то это косметика. Потому что биток, по-моему, попадался один раз, и то она там нахер никому не нужна была, эта машина. Была там, что-то Мерс какой-то, я помню, был, он был года 14-15, нахер она была не нужна, потому что погода непроходному. И вот там, да, было видно, что ее восстанавливали. А так, я говорю, вообще, кстати, дело пятое, вот битые не попадались. Ну, так, чтобы я имею в виду, вот прям было ДТП, и что-то там чинили. Но я говорю, я так понимаю, что, видимо, европейский потребитель, типа, нахера нужна чинить. В Прибалтике, возможно, да, но просто мы-то в Прибалтику не лезем, потому что Прибалтика это в целом. Ну, как бы, мир автохлама там ловить как бы нехер. Да, у них прекрасные, шикарные цены, но там машина тьма. Там, вот в России тяжело внутри рынка найти машину. В Прибалтике еще хлеще. Ну, то есть, видите, там еще хуже дела обстоят. Там, не знаю, там, наверное, из 200 машин, если одна более-менее будет нормальная, это слава богу. И это как плевать, зачем мы говорим, там, за грузовики или за легковые. Там вообще, там жопа. Поэтому мы туда даже и не лезем. Ждать точно не стоит, потому что помимо падающего рубля вы еще учитываете, что Путин еще в мае 28-го подписал постановление, с 1 июля в России дорожает госпошлина по таможне, и коэффициенты поднимаются сильно, поэтому даже если предположить, что ну там какого-то черта рубль к июлю укрепится, то машины станут сильно дороже чисто из-за растаможки, потому что коэффициент он поднял там почти в 2,5 раза. Ну, то есть так, в сухих цифрах, чтобы вам было понятно, за то, что сейчас за таможню там миллион дается, там будет удаваться типа 2,5, 2,7. То есть там, ну, 2, нет, не 2,7, где-то 2,2, 2,5, где-то так. Поэтому ждать точно не стоит, удешевления не будет от слова вообще, будет наоборот удорожание. Это первое. Деньги когда находится тягач, он выставляется счет с российского ИП с моего, и вы по счету оплачиваете в рублях. Сам контракт у вас тоже в рублях, то есть вот эти риски, это уже наша история. А в остальном, ну, вроде бы все объяснил. Нет, подбор, ну да, в общем и целом-то вещь быстро, но тем не менее в нынешних условиях, ну, недельку да потратить придется. Вот. И поэтому
По седлу, да, 1200. Да не вопрос, да. Любая оплата, вот с вашей, я имею в виду, там, стороны, как удобно вам. Вы переводите вот эта оплата, это вы оплачиваете на мое ИП. И там, то есть вам нужно, вот там на ИП, когда платишь, там БИК вообще вводишь, он обычно во многих банках. И он все остальные реквизиты вообще подкидывает сам. Для Альфа, да. Так, а я вам что? Все, вот КПП, потому что этот самый, я просто объяснил, говорю, там чек, я говорю, пытается оплатить со Сбербанка, и чтобы вы понимали, насколько Сбербанк всех задрал, мне даже Альфа-банк такой, все, если для Сбербанка, сейчас мы вам пришлем. И прислали, потому что, да, оказывается, Сбербанк это единственный банк, это они мне объяснили, который до сих пор запрашивает даже на ИП. Хотя, типа, ну нет, потому что я говорю, я уже думаю, я что ли дурак или что-то не то вам там говорю или еще что-то. У жены, у нее коммерческий счет на ее ИП, он в Тинькове. Мы посмотрели, тоже нету КПП. У Тинькова спросили, они говорят, да нет, говорит, ну типа у нас, типа КПП это типа, это фиш считаю. Я вот в Альфа уже дозвонился через службу поддержки. Я говорю, я говорю, чек, я говорю, банк Сбербанк. Я говорю, он требует КПП. И они мне такие, Сбербанк, все, мы поняли, мы вам сейчас КПП банка пришлем, вот прислали. Так что тут как бы не то, что вы что-то неправильно делали, это просто, оказывается, Сбербанк у нас такой уникальный. Ну да, я как бы себя уже дураком считаю, думаю, ну человек же просит, думаю, значит ему надо, думаю, значит не то пальто. Я говорю, ну просто там перепроверились, там, в разных банках на коммерческих счетах, нет этого КПП. Я говорю, и вот я уже им прям дозвонился, я говорю, у меня чек, я говорю, хочет оплатить, я говорю, на ИП, с своего личного счета. И девочка мне это какой у него банк? Я говорю, Сбербанк. Она, ну все, говорит, поняла, говорит, сейчас мы вам пришлем. Так что это вот сугубо прикол из Сбербанка, оказывается, так что все в порядке. У нас-то с вами с головой все хорошо, это вот у Сбербанка что-то плохо. Там где-то есть. Добрый день. Да, удалось найти, и я просто, чтобы не думали, что я от вас отморажусь, потому что, я в WhatsApp сейчас появляюсь. Мы просто тут кое-что обсуждаем и делаем. Я сегодня к вечеру, возможно, прям типа поздно, там, условно, 8-9 вечера. Я все, поподробненько вам расскажу. Будут еще вопросы, можете накидать, я просто тогда нон-стопом вечером и отвечу. А так, из такого, что касается ревки, у него длина, она 13,6. В него залазит, он если под палеты, он 33 палета, если по кубам нужно, он 94 получается. То есть мы просто, это 13,6, по-моему, нужно всем, и поэтому, если мы приезжаем, и там какой-нибудь там, условно, не знаю, там 12,7, 13,1, мы их даже не смотрим, потому что все тотально, так или иначе. Вы палетами считаете, кто-то считает по кубатуре, и там вот эти 13,6 метров длина, вот он 13,6. Если надо будет прям вообще, типа, конкретные размеры, они у меня там где-то есть. Там я помню, что что-то 2,7. Просто говорю, я точно помню, что вот он 13,6, он по 33 палеты, 94 куба, это если объемом надо. Так что он в этом смысле, он такой, как нужно. Я говорю, найти удалось, я говорю, сегодня вечером, там, часиком 9-10, может, пораньше. И я все поотвечаю. Добрый день, будьте любезны на этот самый. Просто мы же договор-то ни хера тогда не сделали, у меня ничего нету перед глазами. Я понимаю, какая машина в целом нужна. Не могу в переписке найти, в каком бюджете, потому что я просто ничего не скидываю, потому что в Россию ты кипишь, что все мы такие, вообще приплыли. Но, слава богу, все относительно быстро кончилось. А мне просто нужно вам уже все скинуть, потому что там есть, те, которые нам подходят, я имею в виду в плане, что седло такое, какое нужно, вот эти вот все штуки. А я, не могу найти бюджет, по машине, какой он у меня был. До каких денег? И я не понимаю, какие фотки и какие машины мне вам отправить, а какие не отправить. Потому что ряд машин есть,
Мы там договорились и по оплате, и все, а я не понимаю, что мне вам присылать. Вот я даже сейчас пока говорю и не могу, вот вообще не вижу цифру. Про этот, блин, обсуждали, помню, этот помню, ну, вижу. А бабок сколько на тягач? Вот просто чисто, вот я говорю, я помню, ну, про рейф этот я помню, там у меня с ним договорняк, а по, ну, по машине какие нам нужны, это я помню, блин, бюджет не понимаю. Ну, типа, мне до какого предела вам машины отправить? Вот чисто бюджет, напишите мне, пожалуйста, чтобы я вам уже сегодня же слил машину. Документы по прицепу тоже на почту слили. Все, соответственно, ждем оплаты. Желательно, ну, в идеале вообще сегодня нет, ну хотя бы край до завтра убить вопрос, потому что мы там будем через Binance расплачиваться. А этот процесс, он такой чуть-чуть муторный и тоже требует, ну, блин, прям нормально так времени. А у нас как бы по договоренности, что завтра мы здесь, соответственно, с ним убиваем вопрос по оплате. А мне на Binance, ну, где-то полдня надо. Сегодня, понятно, уже, ну, там не успею с Binance заняться, но я имею в виду, чтобы хотя бы у меня, типа, было завтра время. Поэтому вот, в общем-то, все. Документы у вас, ждем проплаты. До меня только сейчас дошло, так проблемы нету никакой, то что у вас-то счет меняется еще раз, и не я ж вам плачу, вы мне платите, поэтому там реквизиты-то указываются мои, а не ваши. Все, так что ничего переделать не надо, все документы корректные, вот и все.
Ну да, я тут с вами соглашусь, потому что я, если честно, я сам чуть-чуть не понимаю, потому что у меня тоже вот эти вот моменты есть, то есть вообще как-то рандом какой-то. Я раз провожу платеж, они его в буквальном смысле проходит 2-3 минуты, они его исполняют. Там условно проходит еще минут 10, мне человек звонит, говорит, типа, все хорошо, деньги поступили. У меня у самого было там с недельку, может быть, назад, причем была мелкая какая-то транзакция там на, по-моему, 500 с чем-то тысяч рублей. Ну, то есть, ну, вот поняли, да, даже не 1 000 000 рублей. Во-первых, мы ее очень долго не могли выполнить как явление. Ну, то есть, типа, там что-то все время возникала какая-то ошибка. Потом мне приходили смс-ки. Ну, то есть, вот это, поняли, когда там, ну, вот этот перевод, приходит смс-ка, ты вводишь этот код, и все, они, ну, типа, все, вот там проводят платеж. Потом проходит несколько часов, смс-ки толпой приходят на телефон, прям там что-то штук 15, наверное, разом. Мы еще какое-то время подождали, час-два, опять сделали транзакцию. И, в общем, получилось так, что я вот эти 500 с чем-то тысяч, я еще, ну, типа, вот начал пытаться переводить, это было часов, наверное, там, типа, 9:30, где-то около 10 утра. А по итогу сам по себе платеж я уже провел, ну, где-то, наверное, только часа в 4 дня, то есть я его вообще не мог провести. И вот они мне вот так же, вот как у вас сейчас, типа, в обработке, и исполнили они его что-то, по-моему, уже было часов 7 вечера. То есть, и вот да, и это я к тому имею в виду, что получается вообще рандом. То есть, раз ты делаешь транзакции, они вообще улетают, причем вот то, что я вам вот описал ситуацию, когда сделал транзакцию, через 2 минуты они исполнили платеж, и там через 10 минут деньги поступили чеку, там наоборот как раз была крупная сумма. Там что-то было типа 9 000 000. И они это сделали быстро. А на мелкой сумме, ну прям вообще. И, то есть, и проблема была не только в самой работе банка в формате, типа, что они не исполняют, а проблема еще была и в том, что само приложение не работало. То есть, ну прям очень долгое время некорректно работало приложение. То есть мне приходит смс-ка, какой-то сбой, какая-то ошибка, и я реально убил весь день, получается. Потому что, я говорю, я начал утром, кое-как, я говорю, это уже было часа 4, если даже не 5 вечера. Они мне вот она, ага, мы вам провели, написали, что в обработке. И потом еще, наверное, где-то до часа 2-3, получается, вот, когда они мне сменили статус в обработке на исполнено. Хотя я в приложении, я там у них вот это есть галочка, типа, как-то там, типа, срочный платеж. Вот я ее тоже нажимал, все вот это делал, а по итогу вот, что это все долго. И поэтому я тоже, да, я чуть-чуть не понимаю. Мне тоже вот так советовали, как вам. Типа, что он быстрый, чуть ли не круче Тинькова. А на деле выходит, да, что какой-то рандом. То есть он раз работает вообще моментально, а раз ты такой, типа, ну все, сегодняшний день идет лесом, потому что ты все делаешь чересчур долго и не по своей вине, а потому что или приложение не работает, или банк такой, типа, ну мы там, вот, как и вам, кстати, мы работаем, что вы там работаете, что делать, и непонятно. Да, вот я тоже расстроен этим банком. Добрый день, да, заработал со вчера, и слава богу, что вы написали, потому что я, во-первых, потерял с вами переписку, вот, а во-вторых, у нас почему-то пропала ваша почта, к хренам собачьим. Я вот перед тем, как вам сейчас писать голосовое, мы перепроверили почту и не можем, блин, найти ни входящие, ни исходящие. Подождите. Блин, ну вот, да, правильно, вот. Вот, Дембри, собака Яндекс.ру. Короче, у нас почему-то пропала ваша почта. И во входящих, и в исходящих. И я, блин, ваш контакт. Хотя он записан. Ну, то есть, прям все записано. Но при этом я вас почему-то не мог найти в переписке. Ну, может быть, то, что глюк WhatsApp, вот этот всемирный. Так, все, аллилуйя, переписка с вами появилась, вижу здесь почту, значит, сейчас так и в ручном режиме ведем и пришлем те документы, которые вы еще хрен знает когда запрашивали. Вот, и я вам сейчас, сегодня в течение дня отвечу, чего у нас там по вам. Да, будьте любезны, продублируйте, даже две вещи будьте любезны сделайте. Первое, продублируйте договор, а второе, вот то, что вы от нас запрашивали, потому что что-то переписки много, она рваная, мы, видимо, нон-стопом общались. И я в конечном счете теперь немножко запутался, что нужно сделать. Чтобы мы вот вам, там, допустим, за сегодня там все подготовили, и завтра все это слили по уму.
Ну, я имею в виду по уму формате, я имею в виду, чтобы распечатать, ну, чтобы это живые документы и сканы были нормальные, человечьи, а не вот это там, когда на телефон сканы делаешь, чтобы мы вам слили все доки. Добрый день. Нет, не надо о себе напоминать. Вот как раз мы вот сейчас с вами сидим, вами сидим, сидим и занимаемся, сканы делаем. Так что сейчас все и пришлем. Чего запрашивали? И по времени насчет ориентира следующий четверг. Не вот этот вот, который наступит. Сегодня что, понедельник или вторник? Вторник. Не вот этот, который наступит, а следующий четверг. Но я вам в субботу, я вам прям точно уже скажу, потому что, возможно, может быть, даже и среда. А там, в любом случае, я вас в субботу сориентирую. Ну, во-первых, я имею в виду по месту, по контакту, в России я имею в виду уже. И по времени, чтобы у вас там, типа, ну, там, дней, получается, там, за 4-5, ну, типа, было время, словно, что называется, подготовиться. Да, я просто сейчас в календарь залез, думаю, да, что так далеко, а уже, да, оказывается, следующей неделе это август. Что-то ни хрена себе время пробежало. Да, все верно. 3-4 августа уже получается. И по времени насчет ориентира следующий четверг. Не вот этот вот, который наступит. Сегодня что, понедельник или вторник? Вторник. Не вот этот, который наступит, а следующий четверг. Но я вам в субботу, я вам прям точно уже скажу, потому что, возможно, может быть, даже и среда. А там, в любом случае, я вас в субботу сориентирую. Ну, во-первых, я имею в виду по месту, по контакту, в России я имею в виду уже. И по времени, чтобы у вас там, типа, ну, там, дней, получается, там, за 4-5, ну, типа, было время, словно, что называется, подготовиться.